Друзья, многие из нас уже работают с AI-агентами, с OpenClaw Agent, с Claude Code, с Claude Cowork и с тысячу других агентов, и задумываются, а можно ли экономить на агентах таким образом, что мы после первого промпта не тратим сразу 15 тысяч токенов и не платим за них огромные суммы, можно ли платить 0? И при этом добиваться нормальных результатов от агентов. А у людей, которые работают с Claude Code, возникает вопрос, можно ли не платить по 3-15 долларов за input-output, а подключать какие-то бесплатные модели, прокидывать их непосредственно в Claude Code и работать с ним максимально дешево, либо бесплатно. Я попробовал такие методы, и давайте посмотрим вместе, насколько это реально. И если это реально, как к этому всему подключаться? Ну, то есть мы должны понимать, что в интернете довольно много информации, как подключать бесплатные модели через Alamo, подключаться к Claude Code, к кодексу, к OpenClaw. Но проблема в том, что даже если подключать маленькие модели, нам потребуется довольно мощная конфигурация наших серверов. Даже если посмотреть на минимальные требования для популярных моделей в Alamo, даже если мы хотим разворачивать минимальные, но более или менее перформящие модели в Alamo, нам с вами потребуется нормальный CPU, графические карты, ощутимое количество оперативной памяти, и все это стоит довольно немалых денег, как вы понимаете. Можно ли экономить, получать доступ к таким моделям бесплатно и без мощных серверов? Конечно, можно. Следует использовать OpenRouter, который сам крутит на своих мощностях довольно большое количество классных моделей бесплатно. Конечно же, здесь есть огромное количество плюсов и минусов, давайте разбираться вместе. В OpenRouter есть прекрасная система оценки, бенчмарки, то есть мы можем поискать себе модель, как мы видим здесь, она совершенно бесплатна. Если мы посмотрим на ее бенчмарки, то мы увидим, что она котируется в топ-10% для агентских задач. То есть это работа с инструментами, их вызов, получение, обработка результатов, использование навыков, скиллов, тулов. Модель бесплатна и должна перформить довольно хорошо. Давайте сразу попробуем ее в деле. Я буду использовать AI-агента. Agent тут вообще есть нативная интеграция с OpenRouter, что значительно облегчит нам задачу в использовании бесплатных моделей от OpenRouter. Вы можете использовать OpenClaw, любые другие агенты. Мы сделаем наши тесты на агенте. Здесь мы обсуждали, как его развернуть супер безопасно на удаленном сервере. Сейчас мы просто развернем его на своей машине. Я нажимаю кнопочку «Код», нажимаю «Скопировать». Открываю себе Visual Studio. Вы можете открыть Antigravity, курсор, вообще любую среду разработки. Это не очень важно. Здесь нажимаю «Открыть файл» или «Каталог», создаю новый каталог Agent Test, и он у меня открывается в VS Code. Здесь нажимаю «Открыть новый терминал» и просто прописываю git-клон, то есть клонирую этот репозиторий прямо из GitHub, и он начинает у меня клонироваться. И вот у меня, в принципе, все файлы оказались в моем каталоге. Пишу cd agent, то есть я перехожу конкретно в каталог агента. И здесь масса способов его установить. Давайте в Docker поставим. Здесь уже есть Docker Compose, поэтому я пишу Docker Compose upd. Да, говорит, что я не вижу твоего env файла, потому что сейчас его имя .env example. Просто нужно убрать example. И в терминале опять пишу Docker Compose up. У меня начинает создаваться мой контейнер. Так как у меня образ уже есть, это довольно быстро происходит. У вас может создание контейнера и работа с образом занять пару минут. И вот мой агент уже крутится в терминале. Нажимаю вот эту кнопочку, открываю прямо у себя на localhost. Нажимаю Sign In. Создаю безопасный пароль сразу, создаю тестовый проект. И он говорит, давай подключим тебе какую-то модельку, чтобы это стало моим мозгом. А мы знаем, что нам нужен OpenRouter. Я здесь упираю OpenRouter. Здесь нужно вставить API-ключ от OpenRouter. Иду в свой OpenRouter, в настройки, в API-ключи, нажимаю «Создать новый». Давайте его назовем Agent, Create. Вот мой ключ, я его забираю. Возвращаю сюда, вставляю. Он говорит, и выбери теперь модель. А мы-то с вами уже выбирали прикольную модель, которая нас устроила. Она у нас называется StepFun, поэтому мы возвращаемся сюда и в выборе модели пишем Step. И вот эта же самая модель у нас уже в списке OpenRouter. Проходим вниз, нажимаем «Сохранить», нажимаем «Новый чат» и говорим «Привет». Наш агент думает и отвечает «Hello, привет, how can I help you today?» Напоминаю, что на это мы с вами тратим $0 на input и $0 на output. Мы должны понимать с вами, что OpenRouter не может вывозить постоянную нагрузку на свои бесплатные модели, потому что он обеспечивает их функционирование. И поэтому здесь есть отдельная модель, которая называется Free Models Router. Вот ее прям так можно подключить. И OpenRouter говорит, что в этом случае, если мы будем использовать вот эту модель, то по факту это будет ротация моделей. Если какая-то из моделей будет недоступна, он будет ротировать модели из этого списка и добиваться результата, то есть какая-нибудь нам ответит, что в принципе подходит для каких-то базовых задач. Поэтому мы можем вернуться в наш агент, обратно перейти в настройки, здесь нажать на выбор модели и здесь начать писать Free Models. Вот у нас есть этот выбор, мы его выбираем, нажимаем Save, переходим в чат и говорим
Hi there. Модель опять думает. То есть мы даже сейчас не знаем, какая именно модель нам отвечает. Ну, вот наш ответ. Привет, как я могу тебе сегодня помочь? Круто. И все это опять же за $0. А как же сделать так, чтобы Claude Code работал с нашими бесплатными моделями? Это делается примерно так же. Кстати, если вы осваиваете Claude Code, то проходите наши мастер-классы, ссылка в описании. Тут огромное количество тем, которые вам помогут влиться в основы и начать делать просто крутейшие вещи. Так, как же коннектить бесплатные модели Claude Code? Нам нужно вернуться в наш OpenRouter, нажать здесь кнопочку «Доки», здесь внизу кнопочку «Гайды», здесь Coding Agents, и видим, что тут отдельная страница для Claude Code. Здесь предполагается, что у вас уже установлен Claude Code, если нет, устанавливайте себе по одной из этих команд. И здесь есть инструкция для установки на разных скопах, то есть если вы хотите для всех проектов Claude Code это установить, либо для конкретного проекта, давайте поставим для конкретного проекта. По сути, в инструкции сказано, что у вас должен быть каталог Claude, в нем должен быть файл settings local JSON, и в нем нужно прописать переменное окружение. Мы с вами возвращаемся обратно в VS Code, Antigravity, курсор, где вы работаете. После этого обязательно ставим лайк этому видео, без этого не заработает Claude Code у вас. Подписываемся на канал и обязательно пишем какой-нибудь коммент для того, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Это гиперважно. Мы в левой панели нажимаем кнопку «Создать новый каталог» и называем его .claude по инструкции. Теперь мы должны создать новый файл и его называем settings local JSON. Идем по инструкции. Дальше возвращаемся в OpenRouter, забираем вот этот объект, идем в VS Code, вставляем, сохраняем. Мы чуть-чуть сейчас видоизменим это. И здесь, чтобы контролировать, какая модель именно будет прокидываться, мы напишем вместо Anthropic API key Anthropic Model. Соответственно, вот сюда нам осталось вставить API-ключ нашего OpenRouter. Вставляем его прямо вот сюда, и теперь нам осталось определить модель, которую мы будем использовать. Так как мы уже с вами попробовали Free Models, прямо забираем конкретное название этой структуры, возвращаемся, вставляем, нажимаем «Сохранить». Если у вас был запущен Claude, то вам нужно перезапустить его, а если нет, то запускаем его заново. И у нас Anthropic говорит, что модель вообще-то не та подключена. А это потому, что нужно быть внимательным, и вы, наверное, видите ошибку, считаю до 3. Конечно, вы видите ошибку, наверняка уже 10 минут сидите и говорите, ну ты же опечатался. Конечно, здесь должно быть settings local JSON, запускаем Claude заново. Все, мы переключились в API usage, и у нас наша модель OpenRouter Free. Говорим «Привет». Наш Claude Code теперь думает «Привет, чем я могу помочь?» Итак, из минусов. Конечно же, эти модели по своему перформансу и качеству работы с вашими запросами не будут такие же клевые, как и коммерческие модели. Поэтому вы можете повыбирать модели. Очень часто вы увидите ситуацию, когда вы выберете себе какую-нибудь бесплатную модель, например, OpenAI GPT OSS 120 миллиардов параметров, попробуйте ее использовать, вернетесь вот сюда, в настройки, вставите ее, перезапустите ваш Claude, увидите, что она прокинулась, но при запросе к ней вам OpenRouter скажет, что доступ к ней ограничен либо невозможен. Поэтому выбирайте модели, используйте для себя и до следующих встреч.